Привет, мои дорогие рукодельницы, с вами Анна Тюмерова. Очень рада увидеться с вами снова на мастер-классе. В этот раз я предлагаю сделать вот такой красивый, роскошный, воздушный цветочек из конфеты Ferrero Rocher. Сделаем мы его такого необычного окраса, салатового, и это будет изюминкой нашего букета. В течение нескольких мастер-классов будем готовить с вами свадебный букет. Сначала разберем все цветочки, которые мы будем делать, а потом соберем сам букет для того, чтобы подарить его на свадьбу или просто задекорировать свое помещение. Для того, чтобы приготовить такие цветы из конфет, я беру конфеты Ferrero Rocher, флористическую проволоку и салатовую гофрированную бумагу номер 558 плотностью 180 грамм. Флористическую проволоку я делю пополам, она у меня будет 20 сантиметров длиной, и из нее я делаю подложку. Закручиваю ее по спирали и формирую из нее что-то подобие гвоздика. Именно такая подложка у нас будет для конфеты. Самое главное, чтобы эта подложка не выходила за пределы самой конфеты. Далее фиксирую саму конфету к юбочке, чтобы она более качественно держалась, капаю несколько капелек вокруг этой конфеты. Так она будет держаться гораздо лучше. И после этого фиксирую подложку к этой конфете при помощи термоклея. Теперь беру гофрированную бумагу салатового цвета, разворачиваю ее и отрезаю полоску, равную 7 сантиметров. Из этой полоски я отрезаю заготовочки по 5 сантиметров шириной. Таких лепестков нам нужно будет достаточно много. На один цветок уходит примерно 9-15 лепесточков. Чем объемнее захочется сделать цветок, тем больше лепестков нам понадобится. Эту заготовку складываю пополам. Снизу на глаз делю на 3 части и примерно 2/3 я начинаю отрезать до середины самого лепестка. Сверху я закругляю лепесточек и в самой середине делаю надрез на 1/3 высоты. И каждый из этих лепесточков я немножко закругляю. Это была идеальная форма лепесточка, но так как у цветочка они всегда разные, я предлагаю лепестки делать тоже разные. И поэтому здесь вы можете немножко варьировать и вырезать лепесточки чуть-чуть в разных вариациях и разной ширины делать маленькие лепестки. Тогда сам цветочек будет гораздо эффектнее и симпатичнее. Дальше берем вот сам лепесточек, да, и берем шпажку. Шпажкой закручиваем. Сначала угловой лепесточек я закручиваю наружу, потом другой лепесточек закручиваю в одну сторону, можно в другую сторону. Вот здесь секрет этого цветка в том, что мы закручиваем эти лепестки в разную сторону. Сейчас у меня боковые лепестки наружу, а центральный один внутрь, другой наружу, да. И после того, как я их закрутила, я растягиваю лепесточек сам аккуратненько, сначала середку, центральный лепесток, потом боковые лепестки. По отдельности закручиваем, иначе у вас промежуток просто порвется. И у нас получается вот такой вот красивый лепесточек. Теперь беру следующий лепесток и начинаю его закручивать. Некоторые лепесточки можно закручивать не наискосок, а прям поперек самого лепестка. Именно за счет того, что мы закручиваем лепесточки в разные стороны, разным способом, и получается такой интересный эффект. Обязательно хорошенько растягиваю лепесточек, создавая такую округлую красивую форму. После того, как я сделала все лепесточки, я начинаю их приклеивать вокруг конфетки. Буквой В наношу клей на сам лепесточек в самом низу и приклеиваю вокруг конфеты. Теперь беру второй лепесточек и точно так же приклеиваю его вокруг конфетки, немножко нахлестом на предыдущий. Первый круг лепестков у меня будет состоять из 3 лепесточков. Третий приклеиваю точно так же, и получается у меня сейчас вот такой вот бутон. Теперь делаю второй ряд лепесточков. В этот раз я буду приклеивать 4 лепестка. Приклеиваю их так, чтобы мне понравился результат. Не слишком плотно к первому ряду, но при этом не слишком широко. Цветок у нас получается такой фантазийный, поэтому можно здесь приклеивать лепесточки так, как нравится. Поэтому я делаю именно так. И мне осталось сделать еще один круг лепестков, и по третьему кругу я сделаю 5 лепесточков. Можно добавить немножко больше, если вы хотите сделать цветочек более объемный, можно добавить и 4-й круг лепестков. Тут смотрите сами. Мне для моей композиции достаточно 3 круга лепесточков. Именно вот такой он у меня должен получиться. Диаметр моего цветочка получается 9 сантиметров. Теперь осталось обернуть ножку
Я беру ту же самую салатовую гофрированную бумагу, отрезаю полоску равную примерно 1-1,5 см и при помощи этой полоски оборачиваю ножку. Мне для моей композиции нужно будет приготовить 5 штук. Что я буду делать с этим цветочком, я покажу в следующих видео. Сначала мы подготовим еще несколько разных вариантов цветов, потому что у меня будет комбинированная композиция из разных вариантов цветочков. И если вам интересно посмотреть, что у меня получится, обязательно следите за новинками, делайте цветочки вместе со мной, и мы вместе сделаем шикарную композицию с цветами из конфет. А на сегодня мой мастер-класс подходит к концу. Спасибо, что вы были со мной. Пишите мне ваши комментарии, ставьте лайки на это видео, делитесь этим видео со своими друзьями. И встретимся в следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!